Всем привет, это опять я. Такая немножко необычная обстановка. Я у себя в автомобиле на стоянке прогреваю автомобиль. Собираюсь ехать за осьминогом. Осьминожья ловля — это ночная ловля. Осьминога, конечно, можно собирать и днем, но это нужно уметь. А ночная ловля не подразумевает умения. Просто ходи да собирай. Заранее извиняюсь за легкую хрипотцу в голосе, подпростыл немного. Осьминожья ловля — это большая часть ночи, поэтому я где-то приеду там где-нибудь в 11 и уеду где-нибудь там в 5 часов ночи. Конечно же, не ночь будет, это уже будет утро. Вот такая вот интересная ловля. Очень надеюсь, что что-нибудь поймаю. Поехали. Суть поиска осьминога очень простая. Ходишь себе по морю, по отливу. Я вот сейчас по колено в воде. И смотришь на дно. Если дно везде вот там серое, бурое, то осьминоги красные. Их более-менее видно. Если повезет, то пройдешь мимо осьминога и увидишь его. Если не повезет, уйдешь пустым. Вам, возможно, не видно, но вот на дне, вот под палкой, бордовое пятно из-за ряби на воде, видно довольно плохо. Это осьминог. Он как-то, так странно притаился и присыпался песком. Вид у него что-то не очень. Как бы. Ух ты, какой! Ёлки-палки! Ох, хорош. Вот почему у него вид был не очень. Крабов жрал. Полно крабов у него под щупальцами. Видите? Прилипли маленькие крабики. Кушал крабов. О, крепко прилип. Не отдирается. Серьезный зверь. Давай. Давай. А вот представляете, вот такой сидит, когда под камнями. Из-под камней такого вообще не выдрать. Знатный. Вот это хороший размер. Такого обязательно брать. Вот как щупальцами полез вверх по палке. А крабов под себя нагреб. Вот я сейчас 4 штуки вижу крабов. То есть разом в кучку всех сгреб и сидел, спокойно кушал. Отодрал его от дна. Вот такой вот осьминожек. Так вот навскидку килограмма на 3 где-то. Может даже на 2,5. Вон вдалеке осьминожка охотится. Маленький. Скажу так, будь это, наверное, единственным осьминогом за весь день, не знаю, может, возможно, бы и взял. А так, конечно же, нет. Сейчас просто подсажу его на вот эту лопаточку. Давай. Выпустил чернил и спрыгнул. А если с другой стороны зайти? Оп. Ух ты, какую длинную струю пустил. Не, это осьминожку все. Тревожить не будем. Зафиксируем его вот такого вот. Че, подрастет, может, поймаю снова. А так пусть пока ползает. Интересное создание. Просто приятно смотреть, как просто двигается. Все, пошел прятаться. И, по-моему, даже немножко изменил цвет. А вот это лежит бычок. Бычок мне не нужен, но повеселить его. Такой меланхоличный. Жалко, что он бестолковая рыба, невкусная. Так бы было прикольно наловить. Очередной осьминожка схоронился в траве. Возможно, просто кушает. Меня не заметил.
Ну, тоже, как и второй осьминожка, маленький. И тут же пытается... Пощупал, ощупал, попытался понять. Опа! Плыви, малявочка. Так, ну после первого крупного 2 малявки. С одной стороны, конечно, радует, что осьминожки есть, и вот они тут плавают. Но как-то еще бы, может, крупненького бы. Разве многого прошу? Хожу уже где-то 1:20. И вот за 1:20 такой, ну, прям скажем, небогатый результат. Еще и ветерок такой создает рябь на воде. Из-за этой ряби плоховато видно. Одно хорошо, ну вот, может, замечаете, что все камни довольно однообразные и нет каких-то ярких тонов. А осьминог, как ни крути, такой красный, бордовый. Его видно. Даже если издалека вот просто увидел пятнышко красненькое, то это, скорее всего, осьминог и есть. Вот прям сплошняком поперли отовсюду мелкие осьминоги. Вот до этого час ходил, и только один крупный, а сейчас минут за 30 уже 3-я малявочка. Грамм 200-300 в них веса. И нету удовлетворенности. Давай хоть попозируй на камеру, пожалуйста. Не, что-то вообще не хочет. Вот он, родимый. Давай, потрогай шумовочку. Давай. Что-то он категорически не хочет трогать шумовку. Знаете, у меня такое ощущение, как будто один и тот же осьминог меня преследует и каждый раз забегает впереди меня и ждет меня. А нет, покрупнее. То есть, если те были грамм по 300, предыдущие 3, то это добрые полкило. Давай полкило, покажись людям. Давай, да что ты в распор-то весь полез? Ну давай. Покажись. Ну покажись. Ты что ж, тебе разве сложно? Ну что-то капец как сложно. О! Красавчик. Притаился осьминожка. По счету найденных он 6-й. А вот сейчас вот только будет понятно, будет ли он 2-й из количества взятых. Ну да, определенно будет. Это не маленький осьминог. Это не маленький, это хороший осьминог. Такого однозначно берем. Так, ну-ка, еще раз проверить. Да. Это хороший. Это хороший, уже достаточно крупный осьминог. Ну, не тот, конечно, который вот под 2,5 примерно. Это где-то 1,5. А может даже и не 1,5, а может и побольше. Хороший осьминог, хороший. Отличный улов. Идешь и волей-неволей все, что бордового цвета, принимаешь за осьминога. Вот это вот медуза. Медузка попала в плен отлива, застряла в траве. Ну ничего, придет прилив, медузка либо уплывет, либо просто на песок ее выкинет. Тут их очень много. Ночь заканчивается, дело к рассвету. И вот, пожалуй, у меня последний шанс отличиться по осьминогу. Пойдет осьминожек. По размеру вроде очень даже ничего. Ну-ка. Ну да, неплохой.
неплохой. Такого надо брать. Просто он сейчас лезет под камень. Я его под камень не пускаю. Это уже хороший экземпляр. Весом где-то, ну, наверное, под килограмм. Да, пожалуй, около килограмма. Может, даже чуть-чуть побольше. Хороший осьминог. Отличный. Просто суперский. А мне, пожалуй, уже домой. Рассвет. Все осьминоги сейчас попрячутся под камни. Расползутся с приходом солнца. Ну, с первым осьминогом меня глазомер не подвел. Он потянул на 2 килограмма 595 грамм. Хороший экземпляр. Шестой по счету осьминог, как и предполагалось, потянул на 1,5 килограмма. Ну, кило 600, если быть точным. А самый последний, седьмой осьминог, потянул почти на килограмм. 930 грамм, если быть точным. Ну все, я с осьминогами доехал до дома. Разделка очень простая, делается традиционно руками. Вот тут вот нужно надорвать у него перемычку. Это вот капюшон. Вот здесь глаза. И вот начинаются щупальца. И вот тут на капюшоне надрывается перемычка. И достаются внутренности. Прям одним большим целым куском. А уже чернила видны. Чернила нам не нужны. Немножко, конечно, измазался сам. Я осьминога заляпал. Ну, вот чернильный мешок. И вот тут вся рука вот такая в чернилах. Сейчас отмою, дальше покажу. Следующая деталь — это клюв. Клюв можно вырвать руками, но, думаю, будет наглядней, если я вот так вот немножко разрежу. Вот здесь видны все лапы осьминога. И вот между ними торчит клюв. И вот так вот целиком вытаскиваешь. Клюв в обрамлении мяса. Клюв состоит из двух вот таких вот кусочков. Одно вставлено в другое. Они вот так вот двигаются навстречу друг другу и откусывают кусочки там рыбы, крабов, всего, что нужно осьминогу. После удаления кишков и клюва осьминог считается почищенным. Пора его окунуть в слегка подсоленный кипяточек. Ну, точнее, не окунуть, а положить свариться минут эдак на 20. О, как все в чернилах. Осьминог уже сварился. Он даже еще немножечко теплый. Я тут как раз от него отрезаю кусочки на пробу. Он уже съедобен. И мало того, что съедобен, он довольно вкусен уже. Но, как всегда, не хочется же просто вареного есть. Хочется что-нибудь как-то извернуться. Поэтому я его вот так вот рублю на кусочки. Мелко нарезанный лук и чеснок. Лука примерно 1/4 луковицы, чеснок 1 зубчик. Вот сюда его. Паприка побольше. Не бойтесь прям переборщить. Черный перец весьма умеренно. Чуть-чуть уксуса, можно лимонного сока. И подсолнечного масла. У меня рафинированное, дезодорированное. В
средиземноморской кухни все почем зря льют оливковое. Мне оливковое не нравится. Я вот так. Сушеный укроп. Сушеная петрушка. Лучше, конечно, свежая, но не всегда свежая под рукой. Вот у меня сейчас не оказалось. Все вот это как следует размешать и дать постоять, ну, примерно минут 20. Видите, вот уже вот какого все цвета. Это паприка. Пока гриль разогревается, будет не лишним легонечко сбрызнуть маслом одну из его половинок. Так, буквально вот крест-накрест полить чуть-чуть. Просто чтобы было. Вот гриль только что подал звуковой сигнал, что нагрелся. Самое время выложить осьминога. А на смазанную маслом часть выложить половинки вареной картошки и лук. Просто репчатый лук сырой, без какой-либо подготовки заранее. В процессе обжарки будет не лишним взять маринад от осьминога, окунуть туда силиконовую кисточку и слегка мазнуть вообще на все, что увидите. Тут сбоку на панели таймер, поэтому очень просто определить время готовки. Все это жарится 3 минуты. Для картошки это еще очень мало, а для осьминога как раз чтобы перевернуть. Я напоминаю, что осьминог уже готов. Мы просто сейчас, скажем так, доводим его до вкуса. Доводим его до вкуса вот этой обжаркой и маринадом. Поэтому мы не стремимся ничего там сварить или зажарить. Мы стремимся сделать вкуснее. Первая партия готова. Время для остального осьминога. Сверху можно добавить остатки маринада. Я не боюсь перелить, потому что, вот видите, маленький желобочек, туда стекают излишки маринада. Поэтому главное набабахать, а там система сама разберется, что лишнее, что нет. Картошка и лук почти готовы. Осьминог тоже почти готов, его просто осталось перевернуть и подождать. Что-то мне подсказывает, что осьминог уже полностью готов. А вот картошки с луком нужно еще где-то минутки 3-4. Может побольше даже. Настало время попробовать, что же получилось. Специально взял вот такую вот лапку-завитушку. Очень мягкий и нежный осьминог. Заесть лучком надо. Заесть лучком. Заесть картошечкой. Очень мягкий, нежный осьминог. Очень в тему пошел маринад. И гриль в данном случае только помог этому маринаду максимально хорошо раскрыться. Максимально вот раскрыть весь вкус маринада вместе с осьминогом. Очень удачное решение. Не жалейте чеснока. Пока-пока. До свидания.